Всем доброго времени суток! Я приветствую вас на своем канале «Радости и приятности своими руками». И сегодня я представляю видео по изготовлению второй части своего праздничного подарочного блокнота, который я делаю в подарок для своей дочки. Я уже наклеила подложку из такого цветного картона, из цветной бумаги. Бумага для скраббукинга, она очень плотная, плотнее даже, чем картон. Вот я вырезала ее по размеру своего блокнота и наклеила на клей ПВА и дала хорошенечко просохнуть. Теперь можно работать с блокнотом дальше. Я взяла листы для черчения, купила папку листов для черчения, вырезала листы по размеру своего блокнота и согнула пополам. Также из бумаги, из этой цветной бумаги я вырезала полосочку по размеру корешка блокнота. На эту полосочку я буду наносить клей и непосредственно наклеивать вот эти листы. Сейчас нужно полосочку хорошо промазать клеем, очень-очень хорошо, выровнять листы, стопочку листов, хорошенечко их прижать, чтобы все хорошо, плотно приклеилось. Вот. Вот, собственно говоря, что получается. Листы все хорошо клеем схватились. И теперь уже эту конструкцию можно будет вклеивать непосредственно, уже наклеивать вовнутрь обложки блокнота. Также нужно хорошенечко это все промазать. Сейчас я проверяю, да, как листы скрепились, не вываливается ли что-то. Вот еще раз примеряю, как это будет выглядеть. И теперь также хорошо все промазываю клеем, очень-очень густо, но делать нужно быстро, это потому что клей очень быстро высыхает и, соответственно, потом может где-то на каких-то участках не приклеиться. Поэтому нужно стараться наноситься клей много, густо, но достаточно быстро. Ну, кстати, хочу сказать, что в этот раз у меня какой-то не очень удачный клей попался. Он как-то очень быстро подсыхает. Не знаю, может быть, это зависит от каких-то марок. Надо будет вот этот вопрос прояснить. Вот. Ну, вот я уже все нанесла клеем достаточно обильно. И вклеила вот корешок блокнота. Ну все, клей подсох, и можно продолжить работу дальше. Я решила вот этот стык, который между обложкой и, собственно говоря, внутренностью блокнота, задекорировать также фатином. Для этого я отрезала полоску фатина, скрутила ее как бы в некий такой жгут, чтобы получилось наподобие такого жгута веревочки. И теперь я вклею в это место для того, чтобы вот скрыть этот стык между обложкой и листами. Вот что получается, очень аккуратненько и как дополнительный элемент декора. Лишнее я отрезаю. Также поступлю с задней стороной. Тоже так же возьму полоску фатина, скручу ее в жгут и также наклею на горячий клей. Также я решила каждую страничку блокнота украсить сердечком. Сердечки я вырезаю из бумаги для скраббукинга под цвет подложки и наклеиваю их на клей-пистолет на каждую страничку. Это дополнительно украсит мой блокнот.
и сделает его более красочным, ярким, таким подарочным. Ну вот, получается как-то так. На каждой страничке есть сердечко. Ну что, блокнот мой готов. Он получился вот таким. Это, скажем так, моя первая большая такая грандиозная работа по изготовлению блокнота. Надеюсь, что Маруське он понравится. Вот интересно, понравился ли он вам? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну, хочу сказать, что выполнять его было совершенно несложно. Даже начинающий, скажем так, мастер может это легко выполнить, сделать. Тут самое главное делать с душой, с любовью. Я это делаю для своей дочки. Очень надеюсь, что Марусе мой подарок понравится. Она будет записывать сюда все свои сокровенные желания, и они у нее обязательно все сбудутся. А если вам понравилось мое видео, понравился мой блокнот, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И пока-пока. До новых встреч!